London is the capital of Great Britain. It's one of the largest cities in the world. London is more than 2000 years old. Примерно таким было знакомство со столицей Великобритании на первых уроках английского у многих из нас. И вот теперь, спустя без малого 30 лет, мы в городе со страниц того самого учебника с надписью English. Вот так, кстати, выглядел мой. С вами Артур И Олег, и наш канал Backpack Travel. We are in London. Где? В Лондоне. В Лондоне? В Лондоне. В Лондоне? Да, в Лондоне. Ну, там овсянка, сыр, чашка чая, херовая еда, говёная погода, Мэри, мать её, Поппинс, Лондон. Перед 5-часовым перелетом нужно как следует подкрепиться, что мы, собственно, и сделали сразу после прохождения таможни. Доставил нас на Британские острова самолет компании Wizz Air. Сейчас объясним свой выбор. Друзья, капитан только что объявил, что у нас полный самолет, полная загрузка. И это прикольно. Объясняю почему. Билеты нам обошлись 76 евро с человека туда-обратно. Да, 5-часовой перелет Тель-Авив-Лондон и обратно 76 евро с человека. Я позавчера залазил посмотреть интереса ради, сколько стоят эти же билеты. Они уже стоили 1100 евро. То есть где-то сейчас рядом с нами будут сидеть люди, которые купили билеты за 1100 евро, когда мы за 76. А ну-ка, покажи мое лицо. Знаешь, что это за лицо? Это лицо человека, который купили билеты за 76 евро. Okay, let's go. Приземлились в час 30 ночи в аэропорту Лутон, который находится в 50 километрах севернее столицы. Небольшая корректировка по стоимости билетов. Мы купили одно багажное место, в первую очередь для штатива и техники, которое обошлось нам всего 18 евро. Артур. Артур. Добро пожаловать в Лондон. Слушай, Артур, а здесь же все цены как-то непривычно, не в евро. Да, здесь у нас фунты. Фунты. Друзья, имейте в виду, такси в Лондоне очень дорогое, но есть всегда альтернатива. Это поезда и автобусы. В данном случае на автобусе заплатили за проезд до Лондона 13 фунтов. Там еще у нас будет пересадка, я так понимаю, уже на каком-то внутреннем городском транспорте поедем до нашего отеля непосредственно. 13 фунтов это примерно 15,5 евро. Дальше все цены будем озвучивать в евро, чтобы не путать, и так будет удобнее ориентироваться. И вот спустя почти 2 часа дороги, учитывая одну пересадку и ожидание красного двухэтажного автобуса, который, кстати, ходит круглосуточно, мы оказались в холле отеля еще до наступления рассвета. Вот только заселение с 3 часов дня. Друзья, время 6:30 утра, и мы без всяких переплат получили ключи от номера. Нам уже нравится лондонское гостеприимство, и сейчас сделаем наш обзор нашего первого отеля в Великобритании. О, Олег, ты что, уже здесь? Ладно. В общем, обзор нашего номера. Вот это ванная комната. Здесь у нас туалет, душ. Очень даже неплохой отельчик. Телевизор. Это типа у нас раздельные кровати, но их можно раздвинуть, ладно. Вид из окна никакой. Ну, в принципе, пофигу, абсолютно. Мы не собираемся в номере. Да. И в отеле есть еще небольшой бонус. Сейчас мы вам про него расскажем. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Да, в выбранном нами отеле есть скрытый бассейн, доступный для посещения с 7:30 утра до 10 вечера. То, что нужно после ночного перелета. Далее мы сбили накопленную усталость 3-часовым сном и отправились за впечатлениями. Ну что можем сказать? Типичная лондонская погода. Мы очень надеемся, что дождь закончится, и у нас получится осуществить все наши планы насчет кино про Лондон. Впервые в жизни держу в руках британские деньги. Нам посоветовали поменять на почте, я не знаю, лучше это курс или нет. Обменник, который я нашел заранее, он находится от нас очень далеко. Поэтому для начала мы поменяли 400 евро и получили за них 298 фунтов. Хороший курс или нет, узнаем позже. Артур, как ты думаешь, чем позавтракать в Лондоне? Я думаю, все-таки fish and chips. Fish and chips? Да. Давай попробуем.
Вау, слушай, класс, смотри. Вау. Мы куда-то забрели. По дороге к заведению с высоким рейтингом, где подают именно фиш and чипс, мы наткнулись на туннель с прикольным граффити. Называется он Лик-стрит. О, смотри, Кейтлин. Вау. А он британец? Да, был. К сожалению. Крутой мужик. Да, в свое время фанател, будучи школьником. Самое время пробовать национальную английскую еду. Ну. В целом, несмотря на плохую погоду, здесь просто приятно гулять по улицам. Сама архитектура здания, которые раньше видел в фильмах, на картинках. Вот, смотришь на них вживую. Красиво, чисто и очень мокро. Женщина формирования. Олег, что ты хотел сказать? Я в Лондоне. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Вот это место наверняка многим знакомо. Называется она Трафальгар Сквер, Трафальгарская площадь. Знаем мы все ее, естественно, из фильмов, передач и первых уроков английского языка. Интересный факт. До 2000 года на площади можно было наблюдать единовременно до 35 тысяч голубей. Тогдашний мэр Лондона Кен Ливингстон запретил продажу на площади корма и убрал отсюда киоск вместе с продавцом. Мотивируя это тем, что городская администрация тратит ежегодно 150 тысяч фунтов только на уборку городских улиц от помета птиц. Ну и вообще, в принципе, это небезопасно, потому что некоторые птицы могут быть переносчиками каких-то болезней. Это опять же слова мэра. Сейчас мы здесь никаких киосков не видим, как и в принципе голубей. В этот момент окончательно закончился дождь, и Олег впервые запустил дрон. Отснял классные кадры, приземлился, без спешки упаковал нашего летающего коллегу в чехол, и только мы собрались идти дальше, произошло следующее. Друзья, что только что случилось? Мы полетали на дроне над Трафальгар Сквер, и нас, в прямом смысле слова, вкрепила полиция. Сначала подошли просто 2 полицейских, а сейчас взяли наши паспорта уже королевская полиция, и вот они решают сейчас, что делать. Да. Им по рации говорят инструкции, они говорят, типа, либо мы вас задерживаем, либо будет штраф, либо просто поругаем и отпустим. И мы ждем лучшего исхода. В центре Лондона ни в коем случае летать нельзя. Насчет других регионов надо проверять. Так, информация для тех, кто вдруг соберется здесь полетать на дроне. А вообще, что касается того, что я делаю сейчас, я у них спросил, я хочу сделать об этом видео, и вы будете на камере, ничего страшного. Он говорит, нет, это публичная зона, можете снимать, нет никаких проблем. Необычный экспириенс у нас случился. Очень, да. Короче, мурыжили нас примерно, не знаю, минут 40-45, наверное. Сначала одни ребята полицейские, потом другие, с королевской полиция. Видимо, Олег накосячил, слетел больше 200 метров, больше 120 метров. Этого делать... А точно накосячил. Да, этого делать было нельзя. Но самое интересное, что видео удалители не попросили, общались очень вежливо, с кем-то совещались по рации. По камерам проверили весь полет нашего дрона, как они нам объяснили, где он летал, типа, что он снимал. Так мы говорим, мы вот у нас есть, мы можем показать вам, мы же все записывали. Они, ладно, не надо. Единственное, что они попросили включить дрон, и там действительно отразилось, что он может взлетать. Вот. Они такие посмотрели, удивились, типа, там, с кем-то по рации поговорили. Говорят, ну ладно, ребят, все, мы надеемся, что мы вас больше не увидим, все будет, типа, хорошо, хорошего отдыха, бла-бла-бла. Ну и пока все это тянулось, один разговаривал с начальством, видимо, по рации, остальные с нами разговаривали. Хорошие ребята, позитивные, поговорили про путешествия, показали видео с нашего канала. Они прям вот так вот смотрели на видео с Октоберфеста, где мы там летаем над самим фестивалем. Короче, в целом все очень здорово, и в этой всей истории есть только грустный один момент.
Вы сейчас увидите единственное видео с дрона с Лондона. Приятного просмотра. I've been walking in the same way as I did, and missing out the cracks in the pavement, and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, and thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, memories of phrase. Round my hometown, ooh, the people I've made are the wonders of my world, are the wonders of my world, are the wonders of this world, are the wonders. And now I like it in the city when. Итак, Пикадилли Сёкос. Пересечение нескольких улиц. Красивая, офигенная просто архитектура. Много туристов. Опять пошел дождь. Ну такая в Лондоне погода, что сделаешь? Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't called gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Fucking bloods on my hands, got slugs on my gunners. Артур, как тебе Лондон? Очень нравится, да? Да. Но я думаю, когда мы дойдем до части с пабами, Артур заговорит по-другому. Друзья, по поводу обменного курса. В Лондоне он весьма различается. И погуглив в интернете, мы нашли информацию о том, что на втором этаже этого комплекса Marks & Spencer, адрес мы оставим внизу, самый лучший в городе обменный курс. Мы сравнили курс здесь, а также в отделениях почты и убедились лично, что здесь выгоднее. Поэтому меняйте деньги с умом. Ну что, друзья, самое время ощутить атмосферу старейших лондонских пабов. Начнем, пожалуй, вот с этого. Работает с 1872 года и признан национальным достоянием страны. Погнали. Вау. Чувствуешь запах особый, да? Ну да. Прикольненько. Sorry. It's alright. Can you please say something about this beer again? It's from a wooden cask. So only most beers are from kegs. Most kegs with high nitrogen. But this is from a big wooden cask. Hand pulled through. Nice. All I know about it, to be honest. Ну что, дегустируем супер невероятный пивас из дубовых бочек. Ой-ой-ой. Это реально вкусно. Это очень вкусно. Это реально очень вкусно. Это вкус прям обалденный.
Он чуть-чуть напоминает Гиннес, но он не такой, наверное, терпкий. Чуть-чуть как сладковатый вкус прям чувствуется. Одна пинта, кстати, стоит 5,70 фунтов. А сколько за 2 пива мы отдали в евро, вы сейчас увидите на экране. Трынь! Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Следующий бар, который мы посетим, носит название Ye Old Meter и был основан в далеком 1547 году. Здесь снимали эпизод фильма Гая Ричи «Большой куш», но, вероятно, многие из вас знают его под названием «Сп***». Пойдем. Алло, в смысле, где мы? Мы в Лондоне! Мы в Лондоне! Друзья, зашли в паб, он совсем небольшой, но посмотрите, битком, полный народу. Просто ощущение очень крутого места. Пошли заказывать пиво. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fogging up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Fucking bloods on my hands. В 7 минутах ходьбы от предыдущего есть еще один паб, мимо которого мы никак не можем пройти. Старейший в Лондоне. Теперь немного о самом заведении. Этот паб переводится как «старый чешский сыр», открыт в 1538 году. И это одно из немногих заведений, которые были восстановлены после Великого лондонского пожара 1666 года. Сюда любили захаживать такие гуру английской литературы, как Чарльз Диккенс, Артур Конан Дойль, и даже Марк Твен не раз пропускал здесь кружку-другую пенного во время своих заграничных поездок в Туманный Альбион. Кто знает, может быть, именно в этих стенах мой тезка придумал образ Шерлока Холмса. Олег, какие у тебя мысли по этому поводу? А не бахнут ли нам еще по пинте пива? Отличная идея, друг мой. 2 more beer, please. Друзья, мы решили попробовать какую-то традиционную закуску к пиву. И вот что мы заказали. Это яйца по-шотландски. Традиционное блюдо британской кухни. Представляет из себя вареное яйцо, обмазанное мясным фаршем и обжаренное в панировочных сухарях. Это очень вкусно. Реально вкусно. Cover the map and still ain't know where you can find me at. Journey through the mind of an insomniac. I ain't never sleep, staying ready, keep an eye out for the fakes. For the snakes, load a clip and I'ma pull it, something shakes. Never go to battle if you plan to lose. Life a game of chess, you gotta plan the moves. Middle fingers up, I'm not a fan of rules. Fighting for the right to live in peace and not like animals. На страницах того самого учебника английского была фотография этого необычного сооружения. И ниже надпись Tower Bridge. С тех пор название города, в котором мы сейчас находимся, ассоциировалось у меня именно с видами Тауровского моста. А желание сфотографироваться на его фоне и просто прогуляться по нему хранилось в разделе «Мечта». Ну что, пойдем осуществлять мечты? Пойдем. Друзья, прикиньте, мы гуляем по Лондону, и я понимаю, что здесь красивее, чем в том городе, где я живу, в Ашдоде. Странно. В Лондоне буквально за каждым поворотом можно лицезреть какой-то старинный или современный архитектурный шедевр. Это, кстати, одно из старейших сооружений Англии – Лондонский Тауэр, основанный в 1066 году. А сейчас мы с довольными улыбками на физиономиях шагаем по Тауэрскому мосту, который был открыт в 1894 году и по сей день является одним из символов не только города, но и всей Британии. Непонятно, что происходит, но все куда-то бегут. Прямо по Лондонскому мосту. Спортсменюги. На улице где-то в районе плюс 10, может быть даже немного ниже температура.
Спортсменчики с музычкой куда-то бегут. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Наверное, самые узнаваемые часы в мире. Биг Бен функционирует с 31 мая 1879 года. Но с 2017 года по 22 были на глобальной реставрации. И люди, когда сюда приезжали, не видели саму башню, а наблюдали лишь строительные леса. После глобальной реставрации циферблат часов и стрелки приобрели такой интересный синеватый цвет. Golden Eye, или 135-метровое колесо обозрения, а это практически 45 этажей. Было запущено в 2000 году и какое-то время занимало первую строчку в мире по высоте, а сейчас лишь 6-ю. Полный оборот делает примерно за 30 минут. Друзья, пришло время познакомиться с лондонской подземкой. Лондонское метро поделено на зоны, и стоимость проезда зависит от расстояния, которое вы проехали. Например, от этой станции до вот этой проезд стоит 2 фунта 80 пенсов. Это примерно 3 евро 20 центов. А тем временем мы разобрались, как работает лондонское метро, как производить оплату. Нам сказали, что если мы здесь несколько дней, всего на 1-2, то выгоднее платить картой. На каждом терминале пропуска есть штука, которая принимает оплату. Один раз прикладываете на входе, второй раз на выходе. И оплата снимается с вашего счета. Как по мне, так удобно. Это не наше? Друзья, вы знаете, где было открыто первое в мире метро? Верно, в Лондоне. Случилось это в 1863 году. Работает. Олег, мы полгорода проехали, а здесь тоже солнца нету. Да, что это повсеместно здесь. Как по ощущениям, так это окраина города, такой спальный район, кажется. Что вокруг небольшие дома, все уютненько и очень много деревьев, которые сейчас стоят голые. Но Артур говорит, что
в сезон, когда это все расцветает, на деревьях листва и плоды, это смотрится по-другому. Камера. Yeah. What is it? DJI? Yeah. Yeah? Is it good? Very good, Very good. Which one is it? This is first generation, but now have already second generation. Second generation. Second generation I hit off. Нет, нет. Шалом. אנחנו בישראל. Вот так вот. Шли, короче, рассказывали про плоды на деревьях, да. И встретили земляка. Друзья, узнаете место, где мы сейчас находимся? Нет? А если вот так? Да, именно тут была сделана фотография, которая стала обложкой 11-го студийного альбома британской группы The Beatles, выпущенный в 1969 году. А еще на этом перекрестке мы едва не остались без основной камеры. Но она каким-то чудом выжила, да еще и засняла этот момент. Камера валяется. Следующая локация находилась в 3 километрах от легендарного перекрестка. Мы решили пройтись по этому аккуратному, чистому и явно совсем не дешевому району. Мы шли и немного устали. И по дороге встретили что? Зарядную станцию под названием ТОП. Да. Cheers. Не перестану повторять, пиво реально вкусное. В отличие от еды. Друзья, а в этом пабе готовят традиционный свиной пай. Тесте. Вкусно? Это был ты? Не понял. Ты напал на ферму Микки Пирсона? Нет. То есть Нах действовал без твоего ведома? Я скажу так. Он мне не докладывал. Благословения не было. Ты летал вчера в центре Лондона на дроне? Ну я летал. А что, инструкция почитать перед полетом не судьба? Запомни, если делать все по правилам, классного контента не получится. И не поспоришь. Мы в Камден-тауне. Район знаменит своим рынком Стаблес Маркет, где представлено огромное количество стритфуда на любой вкус. Which kind of drop did we have? Only like only one? Yeah, we are but here so we only have margarita at the moment from Alright, is it possible to try it? Nice. Two big pints. How much total? 14. Okay. I'll take cash. Мы немного подкрепились, прогулялись по рынку и купили себе вот такие сувениры. А по дороге до ближайшей станции метро застали классное живое выступление пока еще не очень известной группы.
Группа называется Golden Hind. По возвращению домой я нашел их в Инсте и Apple Music. Загрузил себе пару треков, один из них вы слышите прямо сейчас. И решил написать музыкантам в Direct. Ребята ответили в этот же день и с радостью дали добро на использование их музыки на нашем канале. Этот корабль называется Катисарк. Был спущен на воду в 1869 году и в свое время являлся самым быстроходным в мире. Как только ступаешь на палубу этого корабля, ощущаешь запах древесины, то есть какой-то древней древесины. Приятный запах. Ну, может, не для всех, но мне такой нравится. Ну и, соответственно, сейчас, конечно, все выглядит очень отреставрированно. Видно, что за этим следят, как-никак музей. Но это все оригинальное. Здесь есть такой интересный аттракцион. Капитан Олег, прямо руля. Я, конечно. Газуй, газуй, ты в течение. Где газ? Ну, по ветру надо ставить корабль. Так по ветру еще в течение. Ну. Ты уже обогнул Австралию. Поехали куда-нибудь, Антарктиду точнее. Поехали куда-нибудь в другое место. Такой опасный момент. Да, давай налево сейчас разворачивай. А не здесь, это Южная Америка. Бах! Прошу. Нет, нормально, говорит, нормально. Живой. Сегодня это единственное сохранившееся судно подобного рода в мире. В историю клипер вошел спустя 3 года с момента первого плавания. Судно, нагруженное чаем, выдвинулось из порта Шанхая и через некоторое время лишилось руля. Им пытались управлять по ветру подручными средствами, в итоге корабль достиг берегов Лондона. Сегодня историю судна можно узнать в музее, который расположен прямо внутри и на палубе, вход в который стоит 18 фунтов с человека. Экипаж, наверное, подбирали низкорослый. Ну как вот на таких кроватях можно спать? Человеку ростом выше 1,70 м, мне кажется, это просто нереально. И все-таки Катисарк куда лучше выглядит сверху. Валим скорее, пока нас не повязали. Я чувствую себя нарушителем. Нарушителем порядка в такой стране. Ай-яй-яй. Все ради вас, друзья. Мы приехали на вокзал Сент-Панкрас. Построенный в 1866 году, считается чуть ли не самым романтичным местом в Лондоне. Здесь находится скульптура, посвященная влюбленным, встретившимся после долгой разлуки. Называется она «Место встречи». А прямо напротив находится еще один вокзал. Называется он Кинг-Кросс. Знаете, чем он знаменит? Ну что, фанаты Гарри Поттера, узнаете место? И вся эта очередь — это желающие сфотографироваться с тележкой торчащей из стены. Вот таким образом. Пожалуй, мы пройдем мимо этого аттракциона. Тем более, это совсем не то место, где был снят эпизод прохода сквозь стену. Нет, вокзал именно тот. Но между 10 и 9 платформами нет арок. Они между платформами 3 и 4, куда вход разрешен только пассажирам с билетами на поезд.
Но этот факт не мешает желающим сфоткаться с торчащей стены тележкой выстраиваться в целую очередь, которая, кстати, в доковидное время была гораздо длиннее. Люди стояли по 2 часа, и все ради фото в шарфике с волшебной палочкой. Ну да ладно, каждому свое. По дороге в отель мы сошлись на мысли, что за 2 дня в Лондоне ни разу не испытывали чувства кулинарной удовлетворенности и решили зарулить в эту небольшую корейскую кафешку. И не прогадали, там было действительно вкусно, хоть и совсем не дешево. Ужин обошелся нам в 96 евро, но оно того стоило. То же самое могу сказать и про сам город. Ожидания полностью оправдывает, разочарования не было ни в чем. И даже цены оказались не такими высокими, как мы ожидали. Быть может, потому что мы живем в одной из самых дорогих стран в мире? Если бы у нас был еще хотя бы день, мы бы потратили его на посещение Британского музея, вход туда, кстати, бесплатный, прогулку по гайд-парку и наблюдением за сменой караула возле Букингемского дворца. Но у нас немного другие планы, скоро вскроем карты, а вы пока подпишитесь. Обратите внимание, радио Морли. Вот так выглядит прямой эфир. Ребята настолько напряжены, что даже времени нет у них сидеть. Работают стоя. Где-то на улицах Лондона. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Привет! Ну что, мы вернулись в аэропорт. На этом заканчивается наше знакомство со столицей Великобритании, но путешествие продолжается. И сейчас мы арендуем автомобиль и поедем в небольшое, но интересное путешествие по Англии. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить вторую часть. I don't wanna let you down, but I am hellbound. Though this is all for you, I don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide. They say it's what you make, I say it's up to fate. It's woven in my soul, I need to let you go. Your eyes, they shine so bright, I wanna save that light. I can't escape this now, unless you show me how. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside. It's where my demons hide, it's where my demons hide.